Всем привет! На связи компания Pandaway. И сегодня замечательный день, потому что у нас на тест-драйве Denza Z9 GT. Погнали! Из предыдущего видео про эту машину вы уже знаете ее размеры. Я бы хотел добавить, что эта машина класса Panamera, даже больше. Ее размеры больше, чем Panamera. Сегодня у нас на тест-драйве, я так полагаю, версия Ультра, потому что у нас электронные зеркала. Также я видел, что кое-кому досталась машинка без электронных зеркал, и я надеюсь, что это версия Max либо Pro, чтобы мы смогли внутри ее посмотреть и пощупать, в чем же у них есть отличие, так как до сих пор-то на сегодняшний день, на момент тест-драйва, неизвестны технические характеристики и различия между спецификациями. Продолжение мысли о Panamera. Если вы мечтали о такой машине, о Panamera, если вы хотели шикарный лифтбэк Gran Turismo, но это всегда было дорого, а в данный момент это даже как-то дорого по ремонту и тому подобное, то Denza Z9 GT то, что вам доктор прописал. Это необходимая машина для покупки, я считаю так. Разговоров тут почему и зачем может быть много, но это действительно шикарный автомобиль, у которого динамика потрясная, у которого все технические характеристики просто невообразимые, и при этом стоимость в Китае начинается от 320 тысяч юаней. Кто и что сейчас может предложить лучше, я не знаю. И вот здесь мы видим, как ценовая война вышла на новый уровень. Потому что 3 электродвигателя у электрички, 3 электродвигателя плюс один бензогенератор и он же бензиновый двигатель у гибрида. Здесь не последовательный гибрид, а параллельный. То есть при крейсерской скорости 180 км в час и выше машина не будет терять в мощности. У гибрида 1000 плюс лошадей. 1000 плюс лошадей. Да, брать гибрид в России и платить все кровные и платить за каждую лошадь налог будет больно. Сейчас у нас такая дорога, где множество различных лежачих полицейских, таких мини и гребеночки, я бы так называл, да, предупреждение о оттормаживании. Едет машина очень гулко. Супер. Рулежка, конечно, на уровне. Здесь же вы получаете плюс динамику, бешеную динамику просто. Я что-то поначалу, вот буквально сели, тапку в пол нажал и даже чуть-чуть перепугался, как она уехала. Не ожидал я такой прыти от нее. Хотя у нас вот сейчас гибрид. Просто ее сносит. Сейчас еще на мокром местечке таком проехали. Вот еще раз. 3, 2. Ее в занос бросает. Ё-моё. Неопытному водителю будет страшно. Очень. Опытному чуть-чуть. Потому что к ней надо, видимо, привыкать. Надо понимать, как она едет. И это мы едем в комфорте, даже не в спорте, ребята. Так, чуть похулиганим в комфорте. 0, 100. 3, 2, погнали. И 100. Так, значит, подняли клиренс на максималку. Заявленный клиренс при максималке 155 миллиметров. Ход регулировки пневмоподвески здесь 50 миллиметров, 5 сантиметров всего. Если вы думаете, что переключение режимов где-то находится на экране, как у большинства машин, то нет. BYD всегда оставляет вам физическую кнопочку для этого. Вот она родимая. К сожалению, подписана на китайском. Но вот смотрите, что происходит, когда я нажимаю. Значит, что у нас выходит? Эко. В эко-режиме все время это гоняли, и мне было страшно. Нормал, спорт, собственно, и зимний режим. Тут есть еще функция Sport Plus. Но это реально для трека. То есть даже тут написано, что если вы будете погонять, и гонять на треке. То есть это вот Sport Plus. Я водитель, не умеющий ездить быстро, так как позволяет этот автомобиль. Включаем спорт, ливень, и будь что будет.
Это новый уровень, ребята, это новый уровень автомобилестроения у китайцев. Уверенность в управлении этим автомобилем появляется все больше и больше. Ты начинаешь ему доверять. Вот первое мое впечатление, мне показалось, что она какая-то опасненькая, да, и бросает в занос. Она сама себя контролирует. Независимые задние моторы все-таки контролируют ваше ускорение. Давайте, режим спорт, ускорение до 100. Все готовы? Я готов. 3, 2, 1. 100. Заурчало, уверенно, держит. Ну, конечно, удовольствие и только. Удовольствие и только. Я напомню, что это Mercedes плюс BYD. От Mercedes здесь дизайн, от BYD все технологии. BYD прокачивается ежедневно. То есть, чтобы вы понимали, на сегодняшний день общий мировой объем продаж этого компании BYD автомобилей на 3-м месте. На 2-м месте идет Volkswagen, там что-то на 30 тысяч автомобилей всего опережает, а на 1-м Toyota. Но там колоссальные какие-то продажи. Давайте поговорим про китайского потребителя. Кажется мне, что каждый захочет купить этот автомобиль. Потому что вчера на пресс-конференции, на которой присутствовали обычные, так сказать, владельцы автомобилей Denza и в том числе блогеры, пообщавшись с ними, они стали говорить, что в сегменте данного автомобиля ничего лучше за эту стоимость вы найти не сможете. И они правы абсолютно. Потому что здесь и спорт, здесь и комфорт, здесь и у вас и лакшери, в общем, все, что хотите. Плюс дешевое обслуживание. И даже давайте поговорим про гарантию. Если какой-нибудь европеец в Китае вам дает ограниченное количество километров, лет и тому подобное, то здесь unlimited полный, в том числе на батарейку. По хвату руля здесь все, как всегда, у BYD четко. Руль мультифункциональный с огромным количеством физических кнопок. Лепестки полноценные, одни для дворников, другие для поворотников и, в общем, для света. Все есть. Также здесь можно установить круиз-контроль и спокойно ехать на нем. Здесь стоит глаз Бога, который держит дорогу шикарно. Они прокачали эту систему максимально на сегодняшний день. Но они не останавливаются, они топят дальше. Итак, что в себя включает глаз Бога? В целом это 33 интеллектуальных датчика. 2 лидара туда входит, 5 миллиметровых радаров, 12 ультразвуковых радаров и 14 камер. Вот это все дело контролирует автопилотирование. То есть смотрит, изучает, обучается. Это очень важно, что система на самом деле обучается. В дальнейшем, как было сказано, сможете спокойно бросать машину в любом месте и отправлять ее на парковку. Она доедет, запаркуется без проблем. Я не устану повторять, шикарно рулится автомобиль. Вы чувствуете его на все 100. Он тяжелый, он уверенный. Знаете, вот взбитый такой весь. Особенно мы сейчас приспустились, так у меня абсолютно другие ощущения появились. Хочется хулиганить на этом автомобиле, конечно, безмерно. На трек бы сейчас, вот, оторваться на ней. И вот неожиданно случилось то, чего мы боялись. При включении режим спорт сиденья поменяли свой цвет. Кофеечек пролился у нас. Вот надо теперь это все дело оттирать. Максимально сильный ливень сейчас пошел. И причем дует он в камеры, ребята. Прям в камеры фигачит. Картинка в целом очень смотрибельная, очень. С этой стороны, обратите внимание, еще лучше картинка, потому что здесь не попадает прямо в камеру вода. А там прям вот она фигачит, вот именно что ни на есть в камеру. Еще чуть-чуть пару аргументов в плюс того, что нужно приобретать электрозеркала. Картинка явно четче и шире, и больше, нежели у обычных зеркал в дождь, да, вот эту всю историю. Вы говорите, замерзнут, бла-бла-бла. Вот, смотрите, есть дефростинг, пожалуйста. Нажали, и все, у вас все подогрелось, размерзло. И супер. Ребят, кто уже использует электрозеркала в тех же Летро и прочее, напишите свои комментарии, дайте мне лично фидбэк, может быть.
Мне очень интересно, как оно. В Китае я однозначно брал бы с электрозеркалами, бесспорно, потому что здесь как-то грязи, ну, на юге ее нету практически. Ну и, собственно, как выглядят обычные зеркала у этой машины. Вот так вот. И дайте-ка я сяду внутрь. Да, ну, сразу видно вот эти вот капельки и прочее. То есть обзорность не такая. Да, электрозеркала, конечно же, лучше. Проекция даже в такой сильный ливень очень легко считываемая. То есть я ее вижу четко, без каких-то проблем. И вот вся история с дождем и дворниками мне никак не мешает. Хочу отметить для себя небольшой минус. Это звук предупреждения о столкновении при езде задним ходом. Я, если честно, чуть в стену не вписался, потому что он такой тихий. Тунь-тунь-тунь-тунь-тунь-тунь. Вот слышите, вот мы сдаем, да? Она прям еле-еле-еле. Пинь-пинь-пинь. То есть паника не обнаруживается у машины абсолютно. Что и странно, но радиус разворота, маневренность этого автомобиля поражает. Здесь есть функция активного шумоподавления, как в наушниках. Собственно, вот она. Ребят, она шикарно работает. В машине вообще в целом тишина. Но вот при выключенной музыке, да, у вас есть такое небольшое ощущение, что что-то вокруг есть. Какой-то двигатель там где-то какая-то машина проехала. Шумка здесь потрясная. Давайте чуть-чуть поговорим о системе и экране. Экран здесь 2К, IPS-матрица. Собственно, есть английский сразу же из коробки, и вы можете установить сюда любое приложение. Значит, это последняя версия их прошивки. Здесь вы, как, собственно, уже можете регулировать 3 пальцами регулировку температуры и скорость вентилятора. Также есть настройка горячих клавиш. Она очень обширная. Выбирайте, что хотите, переносите. Все на английском, все понятно. Ну, тому, кто не знает английский, это в любом случае должно быть понятнее, нежели китайские иероглифы. Реагирование быстрое. Здесь, собственно, все четко, все понятно. Здесь же у вас есть горячая клавиша доступа по смене информации на экране водителя. То есть нажимаете, есть мини, TBT, IPC и Full. Это именно по карте. Как вам нужно, чтобы отображалось все вот здесь. Также здесь есть добавление горячей клавиши сюда вниз. И вот вы можете выбрать до 8 приложений. До 8 горячих клавиш. Все, вот 8 максимум. Удобно очень. Дальше, я так понимаю, вы это можете всю историю передвинуть туда, куда вам надо. Компания BYD двигается в правильном направлении с самого начала. Открытая операционная система Android максимально удобная. Значит, у нас сейчас режим комфорт во всем и нейтральное положение пневмоподвески. Ну, я бы не сказал, что крены даже в этом случае какие-то большие. Включили везде максимальный спорт, опустили машину в самый низ. В общем, все, погнали. Проверим на крены в таком случае. Хорошо заходит. Уверенно, очень уверенно. Не хочет. Она прям... Кренов нет. Класс. Активная динамическая поддержка боковая. Работает шикарно. Я бы, наверное, поставил ее в один ряд вместе с Zeekr FR. Собственно, там была точно такая же история. Все супер в этом плане. Поворот держит, раз, включает, вас подталкивает сразу же. В целом, я вот сижу, мне настолько комфортно. Это максимально. А с учетом того, что здесь обилие регулировок, про которые Алексей вам рассказывал в прошлом ролике, так и подавно. К сожалению, в этом автомобиле не продумали такую мелочь, как стеклоочиститель задней камеры. Но хорошо, что у нас есть, значит, электронное зеркало, да, в котором мы, в принципе, тоже все хорошо видим. И оно остается чистым, несмотря на то, что мы гоняем тут по дождю. Итак, я, знаете, что хочу проверить? Ускорение в режиме гибрида. 3, 2.
Да, быстрее. Быстрее. Потому что... О, сейчас меня замутило. Подключился сразу же, значит, бензиновый двигатель. Сходу, с моменту зарычал бодро. Гран Туризмо. Та машина, которая дарит вам впечатление. Эта машина вам подарит больше, чем впечатление. Она подарит вам и комфорт, и наслаждение. И, собственно, наверное, вот такие виды шикарные. У меня эта машина вызывает кучу положительных эмоций. Дизайн кому-то там не зашел, я видел. Посмотрите на нее вживую, если будет такая возможность. Это песня. Если вам нужен такой автомобиль, если вы можете себе его позволить, ребята, берите, не задумываясь. Потому что BYD запчасти всегда легкодоступные. BYD, понятно, всегда в обслуживании. Никаких танцев с бубнами вам делать не надо с переводом экранов и тому подобное. Следите за нами в телеграм-канале. Как только произойдет официальный релиз всех спецификаций, мы их тут же опубликуем. И вы можете выбирать себе уже ту машину, которую захотите. Но хочу вас маленько поторопить с покупкой. Очереди на нее уже огромные. Поэтому вносите депозит 5000 юаней, ждете спецификацию. И вы таким макаром оказываетесь в первых рядах на получение автомобиля. Мы катаемся уже 2 часа, и мне стало интересно, какой же у нас расход. Манера езды максимально странная, то быстро, то медленно, то тапка в пол, ускорение постоянное. 10 киловатт-часов. Это как понимать? 5,6 литра мы тут маленько погоняли, получается, в гибридном режиме. Что-то как-то не сходится. Мне кажется, заниженные цифры. А если не заниженные, то мое почтение. Из ролика в ролик я не устаю повторять о том, что китайский автопроизводитель приближает нашу мечту. То есть это все становится более реальным. Вот на примере Denza Z9. Ребята, 3 электромотора, дофига лошадиных сил, премиум сегмент уже, грубо говоря, в России может вам обойтись от 6,5 миллионов до 9. Еще одним плюсом в копилку Denza Z9 является то, что здесь используются новейшие технологии покрытия кузова с добавлением нанокерамики. Компания BYD заявляет, что в данном случае здесь самое лучшее антикоррозийное покрытие. А это не является ли огромным плюсом для нас? Говоря о новых технологиях, хочется упомянуть также бензиновый двигатель от компании BYD, где они максимально его прокачали, и у них самый высокий коэффициент по тепловой отдаче, по эффективности сжатия и тому подобное. То есть все, что можно было лучшее взять и запихнуть в этот автомобиль на сегодняшний день, они это сделали. Электрическая версия стоит 360 тысяч юаней. Ребят, посмотрите, ну это бомбический дизайн. Тут плюс технологии к дизайну занесли. Какой нафиг Zeekr? Кому он нужен? Я не пойму людей, которые после выхода этого автомобиля захотят купить Zeekr. Какой Zeekr, ребята? Вот это... Я не знаю, может, камера этого всего не передает. Может быть, я какой-то не такой. Но это гораздо симпатичнее, чем Zeekr. Ладно, окей, Zeekr симпатичнее, кто-то скажет. А по технологиям? Здесь сюда столько всего занесли, что Zeekr рядом не валялся. 966 лошадок, разгон до 100 за 3,4 секунды. Максималка 240 км в час. 10 подушек безопасности. Все это за 390 тысяч юаней. Где-то примерно 8,5 на сегодняшний день в России. А кто ближайший конкурент? Zeekr FR, который стоит 15? Ну, получается, нет. А если взять минимальную версию электрички, тогда, получается, она обойдется примерно 6,9, а может быть даже 6,8.
Даже если версия Pro у вас будет там где-то в салоне чуть поменьше по функционалу, там с массажами, обогревами и прочее, что навряд ли. Соответственно, ладно, у Макса стоимость максимальная 380 тысяч юаней. 2 независимых электромотора на задней оси. Это же потрясно. Это лучше, чем 1.1. 2 плюс 1 лучше, да, ребята? Однозначно. Ребятки, черная, вот посмотрите, как она смотрится. Это что-то с чем-то. Сладкая. Сейчас мы приехали на такой полигончик, трек, где электрические версии Z9 GT представлены. Значит, сейчас нам продемонстрируют режим краба. Видите, задние колеса подруливаются и передние тоже, и машинка как ползет, как краб. Выглядит, конечно, прикольно. Ну, это мы уже все знаем, это было на EM-LS6. Угол разворота вы можете выбирать самостоятельно, там от 5 градусов до 360. То есть даже в этом случае заднее колесо, оно чуть подворачивается. Работают 3 колеса, одно всегда заблокировано. То есть в данном случае у нас левое переднее колесо заблокировано, задние чуть подвернуты. Фишка, конечно, максимально интересная, но она уничтожает резину однозначно. На постоянку ее использовать это прям больно. Я сейчас вам покажу, как это больно. Я, в общем, сейчас хочу вам показать вот эти вот лоскуты, возле которых я ногой тру. Не хочу наклоняться, не хочу их поднимать, потому что, ну, возможно, ко мне сейчас подбегут, начнут говорить, да что тут рассказывать, что за хейт. Но вы видите, да, что резина кончается даже на мокром асфальте. То есть 2 дня идет дождь, 2 дня проходят здесь показательные испытания, и тем не менее резина кончается. Как вы часто это будете делать? Наверное, не очень часто. А вот режим FSA, ну или там на 90 градусов развернуть машинку вот так, ну, наверное, да. Там чуть-чуть выехал, окей, жопу скинул, все, хватит, дальше поехал. 360, но это баловство. И сейчас увидим, как происходит при включенном максимальном развороте. Функция называется FSA. То есть радиус разворота будет у машины минимальный. Вот сейчас обратите внимание. Тютя в тютю. На велосипеде, мне кажется, радиус разворота будет больше. А я напомню, машина 5200. Ну, это прям сказочно. А что покупать вам, решайте сами. С вами была компания МПНДВ, оставайтесь с нами, и все у вас будет хорошо. Ну что, все? Закончили, Ром? В общем, я напоследок прокачусь. Кому нужен зипер, когда есть такая пушка-гонка непонятная?